Всех приветствую на канале. Меня давно не было. Опять у меня оно как-то идет сезонами. Заканчивается где-то к октябрю. И потом я вот к марту-апрелю начинаю раскачиваться, что-то снимать, монтировать, делать какие-то тесты. И за все это зимнее время накопилось очень много вопросов на канале, и в комментарии писать это как-то бред, потому что там порой будут какие-то вот такие листы на полэкрана, ну я имею в виду текста. И я решил первое видео для того, чтобы раскачаться, как-то записать какую-то болталку, да, потому что у меня в основном это... Как бы я много не говорил, я знаю, что я много говорю, но там и так сколько порой фейлов при разборке, и люди такие, а ты об этом не сказал. Ну, то есть, хотя видео уже перевалили за час. Поэтому я решил такое разговорное видео, накопилось вопросов, ну, штук 18-20, вот где-то так. У меня есть бумажка, я на ней все эти вопросы записал. Вот они, все эти вопросы. Я на них попытаюсь ответить. Зачем это все нужно? Первое, чтобы как-то разогнаться, раскачаться и к новому сезону разборочному, а цель пока вот такая, пока еще разбирать. Не знаю, может быть на этом все и закончится, когда я основные объективы все разберу и канал уйдет полностью в никуда, больше я не буду им заниматься, но пока цель разбирать объективы, чтобы первое на них что-то снимать, поработать, во-вторых, чтобы это осталось вам. Мне нафига это нужно, я и так один-два раза пересобрал и уже знаю, как его разбирать, собирать и так далее. Вот, не считая того, что на видео это занимает много-много дней, а в принципе, если не снимать видео, то, ну там легкий объектив там за 2-3 часа, в принципе, можно разобрать. Даже с учетом каких-то ошибок, переделок и так далее. Вот, поэтому я решил, значит, сделать такие ответы на вопросы для тех, кто следит за каналом. Спасибо большое, потому что вы действительно помогаете мне не опускать руки, продолжать это все дело снимать, разбирать. Пусть иногда с трехэтажными матами, которые уходят за кадр, естественно, и там, ну, домашние иногда знают, когда ко мне лучше не подходить, если я серьезно влип в какой-то объектив, влип по колено в этот объектив и по локти, то лучше ко мне не подходить. Все это остается плюс-минус за кадром. И поэтому, в том числе для новичков, для тех, кто задавал вопросы, и я внятно на них просто не могу ответить в комментариях, это ужасно неудобно и геморройно. Я решил вот снять такое разговорное видео. А вопросы, значит, они как бы очень-очень разные, вообще обо всем. И поэтому вот там под 20 вопросов, заодно у меня есть вопросы к вам. В конце, я думаю, вопросы будут к вам. Я попытаюсь это видео разделить на вопросы вот прям по секторам, как я это делаю. Вот, и... Ну, я думаю, будет не сильно длинно. Я на это надеюсь, что видео будет не сильно длинное. И я надеюсь, что оно будет полезное, потому что а зачем тогда его снимать, если оно не приносит пользы? Потому что это видео первое, оно не о разборке. Конкретно оно будет общее. Общее, вводное. Я немножко о себе расскажу и надеюсь, вы обо мне немножко тоже поспрашиваете потом. Так что давайте попробуем сделать вот такую вот видео-болталку. И все эти вопросы, которые я написал, они у нас будут, естественно, не по порядку, я на них буду отвечать, ну, потому что они все очень такие разношерстные, я бы так это сказал. Где-то вот, ну, темы максимально разные, понятно, оно все вот об этом, плюс-минус, но в тот же момент темы довольно разные. И, естественно, потом я монтировать их буду в каком-то тоже произвольном порядке. Можно будет пощелкать и на интересующие вас получить ответы. Первое, я хочу заранее извиниться и вообще извиниться перед теми, кому, возможно, не ответил, кому не пришло уведомление и так далее. Вот эти все глюки, это глюки Ютуба, это глюки уведомлений, блокировок. Все эти моменты вы уже знаете. Да, у нас с этим все хуже и хуже, к сожалению, особенно в нашем, ну, скажем так, районе. У нас такой сложный район, там, где я живу, и это прям вообще такое нелюбимое для Ютуба место. Возможно, вы уже догадались, да, где я живу. Да, и, в принципе, я упоминал, наверное, из-за этого у меня просмотры почти нулевые. Вот, и из-за этого большие проблемы, то есть VPN, конечно, я использую, вот, но первое, значит, не приходят уведомления ни мне, ни людям, мне уже об этом писали. Второе,
Грузится порой одно видео, я гружу там 2-3 суток, потому что даже с VPN скорость, ну, вообще просто нулевая. И дело уже не в моем интернете, который тоже уже, тут тоже блокировки всевозможные, блокаторы, глушилки. Ну, вот такое время мы живем, с этим ничего не поделаешь. Вот, и многие, я захожу уже, значит, в студию YouTube, и у меня список вопросов каких-то, я их не видел, мне не приходили оповещения, они даже не выскакивают вот под видео в комментариях. Я не знаю, что это за фишка, но я не хочу, опять же, чтобы у меня там потом не обвинили меня в том, что я там гоню на платформу, я не хочу как бы об этом лишний раз говорить, ну, нет смысла. Там человека нету, я же говорил уже, там машина. И машина это не понимает, ей пофиг, она работает по механизмам, алгоритмам, ей нет никаких индивидуальных чувств, индивидуальных каких-то позиций, ситуаций, ей пофиг. Она работает, эта машина, на алгоритмах по каким-то вот этим клише. Поэтому я постараюсь отсмотреть все видео, и если я там кому-то не ответил, да, извините, потому что это вот проблемы, когда я только начинал канал и не было вот этих всех проблем, у меня просто телефон и почта зашкаливала в оповещениях, там в лайках, просто каждый шаг, каждый чих, он был оповещен. Сейчас с этим проблема, то есть мне ничего не приходит. И, соответственно, и вам не приходит. Я думаю, многим из-за этого просмотры тоже нулевые. Я думаю, в том числе это работа платформы такая. Ну, я могу только сказать, в такое время мы живем. Вот. Что тут еще можно поделать? Конечно, к сожалению, альтернативы нет никакой. Рутуб это без комментариев, опять же, чтобы меня еще там на Рутубе не заблочили. Без комментариев. Рутуб это шедевр. И YouTube действительно остается пока единственно более-менее адекватно сносной платформой, потому что ничего лучше нету. Вот как-то так. Поэтому даже не знаю, буду ли я уходить с Ютуба, пока есть хоть какие-то силы и какой-то смысл, я с Ютуба пока не уйду. А я буду банально как-то в 2 словах озвучивать вопрос, потому что делать какую-то черную плашку с текстом, ну зачем? Я лучше тайм-коды сделаю, да, вам будет удобнее тайм-коды почитать, там быстро название тайм-кода вот этого, ну, блока. И все. Давайте, да, это будет не по порядку, в 2 словах вообще обо мне. Потому что если люди на канале давно за мной следят, они хоть немножко видят, но многие люди заходят на конкретное видео, и они задают вопросы, на которые я уже миллион раз отвечал, а просто потому что нужно, значит, изучить канал, полазить, послушать, видео уже становятся длинные, поэтому люди нет необходимости. Люди заходят в видео, увидели нужное, необходимое. Даже мне еще приходит оповещение на топорную тему, я же, если вы полазите по каналу, вначале занимался, в кавычках, реставрациями непрофессиональными тоже, реставрацией топориков, инструментов, все это я тоже люблю, но приходится выбирать, или я занимаюсь там кино и работаю, зарабатываю, или я занимаюсь, опять же, какими-то там реставрациями и ухожу в какую-нибудь там слесарку, кузнечку, вот эти всевозможные штуки, и поэтому я выбираю кино, давно уже выбрал, и я не занимаюсь этими топориками, у меня там голов 20 лежит и в ящиках всевозможные там зики, там и жаки, и прочие топорики, интересные и не очень. Оно все лежит, может быть, потом распродам. Так вот, я режиссер, без высшего образования, но я довольно стильную и модную молодежную московскую киношколу закончил в 24 году в самом конце 24 года, это свободное кино. Если вы погуглите, увидите там всевозможные питчинги, конкурсы, проекты, даже вот огромные, большие на кинотеатры, которые выходят. Поэтому модно-стильно-молодежно киношкола, я закончил ее онлайн. Потому что ехать в Москву, там жить, что-то делать, что-то кушать, возможности такой нету. А онлайн довольно просто было обучиться, отучиться. Вот. А с 2018 года я снимаю короткие метры, потому что полный снимать без финансов и без серьезной команды – это бред. Это полный бред. Мне скидывали без бюджета и без профессиональной команды полный метр, там 2 часа, да даже 1,5 часа это смотреть невозможно. Поэтому я снимаю короткие метры, док-фильмы, всевозможные говорящие головы, куча грантовых проектов. Тут нечем хвалиться, поэтому я просто как факт рассказываю, чем я занимался. И клипы снимал, и все такое.
Вот, а началось это в 2015 году, когда у нас снимали фильм «Викинг», да, с Козловским, вот этот вот топовый проект, когда-то самый дорогой в истории российского кино. Я побегал там в групповке, в массовке, меня это все сильно впечатлило, я понял, ну, что есть еще и вот такой интересный мир, и мне захотелось этим заниматься. Плюс я нашел в этом какой-то, ну, грубо говоря, высший смысл, то есть зачем это вообще нужно. Кино, ну, это такая вещь, оно действительно объединяет колоссальное количество людей, причем очень-очень разных, вот вообще предельно, начиная от какого-нибудь грузчика на площадке, я очень буду утрировать, да заканчивая там композитора тончайшей души, композитора, который пишет там музыку, которая пробивает тебя, у тебя фонтаны из глаз льются. То есть вот понимаете, да, насколько вот разных людей, разных профессий все это объединяет. И немного вещей в этом мире может такое делать. То есть даже та же музыка, которая говорят, что она объединяет людей, но она является лишь частью, например, кинопроизводства. Вот композитор пишет музыку, то есть представьте, насколько большая глобальная тема кино. И, ну, я в этом нашел действительно для себя смысл, и я пытаюсь его как-то продвигать в массы. Этот смысл, потому что, ну, это то, ради чего стоит жить. Далеко не только лишь, но вот одно из вещей, ради которых стоит жить в этом мире. Это вот кино. Производство, потому что это создание реальности, той реальности, которую мы действительно хотели бы видеть. То есть ты создаешь вот этот фильм по кирпичикам, начиная там написание сценария, и погнали, препродакшн, продакшн, постпродакшн, погнали, музыка, там цветокоррекция и так далее, там реквизит, там спецэффекты, это отдельная тема, я же говорю, я как бы, может, и не профессионал, но чуть-чуть в этом, чуть-чуть соображаю, все-таки с 2018 года снимаю, вот, и, значит, я до сих пор любитель. Блин, я честно, я бы об этом говорил, но у меня была идея, мне говорят, давай веди блог, давай, вещай, тебя часами можно слушать, интересно, ты так классно заливаешь. Но дело в том, что это надо, чтобы меня кто-то снимал, монтировал и вообще... Я все никак не разведу какого-нибудь человека, чтобы он мне бэкстейджи снимал, чтобы можно было показывать. То есть большой проект какой-то был, у тебя даже нету бэкстейджа. Вернее, он есть, но ты уже из этого, у тебя не хватает сил фильм о фильме слепить и показать, как это все делается, какими, ну, силами адовыми, мучениями периодически и так далее. Вот, поэтому с 2018 года я там поучился актерке, потом в студии поучился там сценарке, потом поучился немножко режиссуре, все это такие курсы. И только вот в 2024 году я закончил более-менее серьезное заведение. Ну, до этого я самоучка. YouTube наше все было тогда, когда не было ничего. То есть я самоучка в основном. И пока желание не отпало снимать. Хотя, конечно, периодически оно у меня пропадает, когда я просто от безбюджетности бьешься с людьми, которые не заинтересованы, ну, потому что они тут нет кино. Вот там, где я живу, кино нет. Оно отсутствует. И поэтому у людей даже нет цели заниматься кино. Она просто не нужна для того, чтобы жить. И это сложности, да. Но это тоже отдельная тема. А зачем был создан канал? Канал изначально, я уже говорил в двух словах, был создан для реставраций всевозможных, там топорики, вон старое видео посмотрите, топорики всякие, реставрашки, крафтики и так далее. Все это тоже было модненько, но уже тоже начинает отходить. Вот, ну и только миллионники-блогеры на этом действительно зарабатывают большие деньги. Так, сейчас я буду себя поправлять. Значит, цель канала – это потом переросла. Это, конечно, я начал снимать на мануальные объективы, я понял, что они требуют обслуживания, и абсолютно нет видео на ютубе вообще, оно отсутствует. А разборки, то есть есть какие-то там, ну, древние видосы по 2 минутки, где люди там разобрали, там открыли колечко фокуса, значит, туда накидали, в кавычках, смазки, запаковали, закрутили, размазали. Ну, вы поняли, размазали вот это то, что не туда. Такие, как вы, видите, я знаю, что такое метафоры. Вот, размазали смазку коричневого цвета. И, значит, сказали, что вот они его починили. Прям на старую даже не удалили, не отмыли. И вот вам видео. Видео этому 10 лет. Оно там где-то в аналах
Ютуба, Рутуба и ВК. И я понял, что вот у человека лежит объектив, и он или перекупу какому-нибудь, опять же, да, я многим перебил хлеб, у меня враги появились, вот перекупье вонючее, вообще бездумное, бездушное такое, перекупье. Они сейчас на меня точат зуб, потому что есть возможность не отдать за 100 рублей перекупу, а есть возможность, понятное дело, это там с определенными рисками, ну, как и я. Эту всю историю разобрать самостоятельно на свой страх и риск. Или отдать в сервис. И пользоваться этими объективами. Вот пока цель канала такая, не знаю, куда это приведет и к чему приведет. Возможно, я все основные объективы, вот все это все-таки доразбираю, хотя их очень-очень много, но очень много. Я даже понял, что у меня на канале даже нет вот этого блинчика Индустар 50. Ну, блинчик или дальномерного немножко попузатия, он такой более длинный. Даже такого. Я знаю, что этот объектив разбирается вообще закрытыми глазами, но полной разборки все равно нету. А у меня уже этих объективов нету, я их просто раздарил, там, распродал и так далее. И, в принципе, я их все пересмазал не на камеру. Ну, вот эти, да, блинчики, они черные, серебристые, ну и дальномерную немножко подальше будет. То есть, много объективов есть. И смысл такой вначале сделать какую-то базу из баз. Это вот как вот он примерно от завода примерно есть. И его, понятное дело, без каких-то индивидуальных проблем, деталей, да что угодно это может в нем быть. Он снаружи может быть в идеале, внутри там может быть жесть какая-то лютая. Поэтому вот цель канала пока такая. Это создать базу с разборкой базовой от завода. Разборка без моддинга, без улучшений, без чернений, там вот этих всех модификаций, вот каких-то там переделок хвостовиков. Вот пока этим нет. Давайте мы вначале самую базу дадим, фундамент заложим. И потом будет видно, может быть, действительно какими-то экспериментами, хернестраданиями я займусь. Вот. Ну и некоторые объективы действительно по-хорошему их там нужно дальше ковырять, потому что, ну вот я базово разобрал, а он еще в нем проблемы на проблеме. Такое тоже может быть. Как бы то ни было, люди до сих пор пишут, людям до сих пор это интересно, нужно. Спасибо вам большое, потому что это действительно, ну вот у меня периодически пропадает смысл этим заниматься. И вот только когда вы пишете большое спасибо тебе за видео, там с 50-х годов объективы, нет видеоразборки, ни в нулевых, ни в каких, вот нет, видео отсутствует. Не в 10-х, когда уже там на любую мобилку можно было снимать, ну, грубо говоря. Видеокамеры появились, на которые вот я вот и снимаю видеокамера там 12-го года, 13-го года, Panasonic, X920, да. У меня такие две. А вот они вот 13-го года камера, а до этого уже были. Но ничего у нас нету, мы ничего не снимаем. Поэтому, ну, пока цель такая. Да, наверное, видео будет длинное, я так понимаю, потому что поговорить хочется, но, по крайней мере, у подавляющего большинства часть вопросов, они просто исчезнут. Ну, то есть не буду тут одних и тех же вопросов задавать кучу, и я на них одинаково отвечаю, на некоторые уже устал отвечать. Поэтому видео будет довольно длинное. Наберитесь терпения. Ну, я надеюсь, оно будет не сильно скучное. Вот как-то так. Куда я пропадаю? Значит, куда и почему я пропадаю? Это вот исходя вот из предыдущего вопроса, сразу же следующий. Дело в том, что как бы YouTube канал, я думаю, вы и так понимаете, не приносит мне вот ни единой копейки, ноль. То есть там я даже и не вышел, и уже никогда не выйду на монетизацию. Ну, только если произойдут какие-то чудесные глобальные перемены в мире, и YouTube вернется к нам в полную силу. Ну, вот вы понимаете, да, глобальные политические эти моменты. Вот, на данный момент это как бы очень много затрат и сил, и времени, и порой объектив, там, я его там раз 15-20 пересобираю, потому что в нем такие проблемы, что я не могу решить, мне вот методом тыка постоянно приходится, и поэтому все это, ну, на самом деле убытки. Иногда довольно существенные, иногда нет, если там объективчик тебе там за 500 рублей достался, и он какой-то несложный. Такое может быть, я же говорю. Но иногда, да, довольно существенные, это тысячи, не десятки, конечно, но тысячи. Поэтому, когда становится
и прохладно, и конец года, все начинается вот это, и не только у меня конец года, он сложен у всех, начинаются какие-то там предновогодние отчеты, какие-то заканчивания проектов, я ухожу или на какие-то подработки, потому что сейчас стабильно, я со стабильной работы как раз таки ушел в апреле того года, и ушел просто во фриланс, ну вот так вот это, туда. Непонятно куда, в прекрасное далеко. И под конец года начинаются всевозможные вот эти всех горит по проектам, нужно где-то подрабатывать, где-то зарабатывать, Новый год, праздники, поэтому и плюс ухудшение погоды. Так как я, опять же, не занимаюсь этим и не зарабатываю профессионально, то это просто мой стол для ноутбука, мое просто обычное рабочее место под компьютер. И, ну, то есть нет возможности, у меня нету какой-то мастерской, а вы знаете, что это порой очень грязное такое занятие вот с этими всеми смазками, а все это отмывать, перемывать, бензин, вонь, ну, кто занимается этим, они знают. Даже есть не вонючие, конечно, эти бензины, но все равно все это очень грязно, все это очень, то есть потом этот умывальник отмываю щетками от этого жира, от этих смазок, а по-хорошему нельзя, то есть у тебя должна быть какая-то техническая, ну, если ты в зависимости от того, где ты живешь, по-хорошему какая-то техническая ванночка, должен быть технический умывальник, потому что вот в какие-то септики, ну, я живу в частном доме, вообще по-хорошему нельзя это смывать. Вот, и поэтому оно все приостанавливается, плюс морозы, зима в этом году была лютая у нас, даже у нас, не помню вообще, когда она такая была, но прям не отпускала. Я знаю, что на материке было еще веселей, но для вас это более-менее норма, а для нас вот это прям было неожиданно. Вот, поэтому моя деятельность, она приостанавливается. Во-первых, снимать нечего. Ну, то есть я имею в виду личные проекты по холоду я тоже не снимаю, потому что я берегу людей, никому за это не платится. Это все энтузиазм, иногда голый в прямом смысле, если там зимой снимаешь лето, ну, грубо говоря, или там людям нужно в футболочках, там, в рубашечках красиво все отснять, а на улице уже там 5 градусов. Вот, поэтому я прекращаю проекты, они у меня в основном прекращаются. Правильные люди делают умные там постпродакшн, но если у тебя нечего постпродакшнить, я бы так это назвал, то, ну, зима у тебя просто как бы уходит. Поэтому я исчезаю на это время, и когда становится тепло и есть возможность поработать на улице, где-то в гараже, где нет тоже ни отопления, там, ни света, ну, задачи такой не стояло. А задача стояла, чтобы там машина стояла, и все на этом. Вот, поэтому я возвращаюсь где-то вот, когда у нас становится более-менее тепло, хотя бы градусов 10-12, вот это март-апрель. Вот так вот у нас начинается. И вот я как бы вот вернулся, я надеюсь, к вам. Вот, так что за это, да, тоже меня извините, но это тоже реальность. То есть мне приходится, если бы это был мой заработок, я бы занимался только этим, потому что я знал, что от этого зависит мой прямой заработок, я на этом поднимаю деньги, нужно лупить контент, как говорится, и так далее. Это профессиональные блогеры, влогеры этим занимаются. Сразу же следующий вопрос, который вот исходит из, опять же, предыдущего. Люди многие спрашивают, и спрашивают не только вот на ютубе, на канале, а спрашивают еще и вот в городе, знакомые какие-то. А занимаюсь ли я ремонтом, вот этими всевозможными услугами, ну, реставрации, восстановления, ремонта и так далее? Ответ – нет. Я этим профессионально не занимаюсь и, больше скажу, не хочу этим заниматься. Ну, не хочу, потому что не считаю нужным, мне это не нужно. Этим заниматься я не хочу чинить объективы, я хочу снимать кино. Вот и все. Ответ очень-очень простой и прямой. Я хочу снимать кино, а не чинить объективы. Вот. Но я пересмазываю каким-то знакомым, друзьям, которые вот по месту рядом живут где-то. Вот они дали мне гелик. Братан, гелик там плохо крутится, долго крутится, у него там дырка вся в масле, в смазке. Я такой, блин, ну давай. И вот там, грубо говоря, за пачку кофе, там за 200 рублей, там за 300, ну сейчас, понятное дело, все подскочило, уже пачка кофе 200 рублей не стоит. Ну неважно. То есть я вот так друзьям пересмазываю. Профессионально не занимаюсь, первое, потому что, как я уже сказал, нет такой у меня необходимости, цели и желания. Второе, у меня нет адекватного, опять же, рабочего места, где нет пыли. Пыль, она бесконечная, опять же, частный дом возле трассы, которому 70 лет, убираю, не убираю, у тебя каждый день пыль. И с механикой, если это вообще не вызывает проблем, то это вызывает проблемы с линзами.
Но я начинаю жутко бесить, когда бесконечная пыль, ты вроде идеально все сделал, смотришь на просвет, у тебя опять все в пыли, опять ты разбираешь, там, матюкаешься. То есть, нет таких, лабораторных, мастерских условий. И поэтому я не могу гарантировать прям качество планку, вот такую планку, чтобы сказать, да, я тебе сделаю, ты будешь просто писаться с моего объектива, вот, давай. И, значит, это первый момент. И второй момент, вопрос цены. То есть, вот даже мне вот недавно прозвучал, допустим, этот Industar LZ, это 1500 минимум. Ребят, какая 1500? Во-первых, чтобы тебе это, изучить, и разобраться тебе нужно было, я не знаю, сколько дней, если не недель, если не месяцев, пока ты понял все проблемы, разобрался, не сломал. Вообще я не знаю, сколько я объектива переломал, я вам не скажу. Я вам не скажу, сколько я объектива переломал, потому что, а зачем вам это знать? Это учеба, все, таким занимались, и если не сломаешь, то порой вот и не научишься. Действительно, ошибки являются нормой для роста и развития. Нет ошибок, значит, ты ничего не делаешь, потому что, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вот как-то так. Поэтому вопрос цены, когда там объектив стоит, грубо говоря, 1000, даже не 500, не 300, как вот, кстати, сразу же, будет следующий вопрос, тоже люди пишут такую дичь. Я даже на это не знаю, во-первых, как ответить без мата, а во-вторых, не знаю, как ответить коротко. Так вот, объектив, допустим, стоит 1000, допустим, Гелик 44.2, один из самых таких популярных, я это так назову, устал уже от этих популярных объективов. И, значит, он внешне кажется, говорит, в идеале, линзы чистые, ни единой царапинки, где-то сохранение. А внутри там настолько все залипло, закисло, просто мертво, это не сдвинешь. И ты, во-первых, можешь там повредить. Во-вторых, можешь что-то сорвать винты, сорвать резьбы, сорвать, покрошить геликоид. То есть, там порой ты мучаешься с ним неделю, и вот он стоил 1000, понимаете, он стоит 1000, а сколько тебе вот за вот эти вот мучения? То есть, оцените свои мучения. И то есть, ты говоришь, допустим, человеку, я не ремонтирую, не выставляю ценники, говоришь ему 3, например, и это еще мало. Он говорит, ты что, охренел? Он стоил 1000, ты прикалываешься, отдать за него больше в 3 раза, чем он стоил. И вот здесь начинаются вот такие проблемы. То есть ты ему пытаешься объяснить, например, я моделирую ситуацию, что я угробил там 4 дня, например, на него, а ему плевать на это. Он говорит, мужик, это что такое, ты мне просишь такие деньги. И вот все. То есть я не хочу с этим париться. Но не хочу пытаться людям объяснять, то есть мне это неинтересно. Плюс мне неинтересно, я говорю, сидеть и заниматься вот этими ковыряниями объективов. Хотя усидчивость у меня сумасшедшая, иначе бы вот этих видео просто не существовало бы. Вот, поэтому я не предоставляю услуги. Потому что и стоимость там порой неадекватная, и нет смысла. И самое печальное, что наточили на меня много кто зуб. То есть все вот обсирательные видео в основном это вот от каких-то или тех, кто считает, что я отнимаю у них хлеб, в основном это, конечно, перекупы, и какие-то тоже мастеровые. Хочу сказать, что я не отнимаю ваш хлебушек, ребят. Занимайтесь, пожалуйста, своим делом, а я буду заниматься своим. Здесь я даю только базовую разборку, полную, и потом для того, чтобы этими объективами всеми пользоваться, я показываю шоты, я показываю кадры с фильмов, и мне в первую очередь эти объективы нужны для того, чтобы потом на них что-то где-то снимать, экспериментировать и так далее. Понятно, что у меня какая-то текучка объективов есть, какие-то у меня уходят в дальний ящик, потому что, неинтересно на них снимать, или я нашел лучшее для себя. Но я не отнимаю ничей хлеб, занимайтесь, пожалуйста, берите на себя ответственность за свои услуги, за свои работы, занимайтесь, и вообще у вас еще и сотни тысяч автофокусной и современной оптики. Но видите, люди они механика проще, ты не ковыряешься с электроникой, и они такие, нет, ты халяву у нас забираешь, мы запарились с какой-то там сложной оптикой современной возиться, а ты халяву у нас, механику что его там делать? Посмотрите, люди вот с сервисов выкладывают иногда, как они особенно с 50-х годов объективы, что они там делают, они с ума сходят по 2 недели с этими объективами, при том, что они опытные ребята, и говорят, вот как это оценить? Вот сколько тысяч это оценить? Поэтому я считаю, что я ни у кого хлеб не отнимаю. И надеюсь, что вот тупые комментарии, какие-то обиды, они у людей прекратятся, потому что это
энергию только на это тратить. Еще и людям отвечать, или там я пытаюсь отшучиваться. Идите гуляйте, занимайтесь своим делом и будьте счастливы. А я режиссер, я занимаюсь своим делом и, надеюсь, тоже буду счастлив. Вот как-то так. Желательно, чтобы каждый занимался своим делом и был счастлив, а не пытался там пропихнуть свою задницу на чужое место. Вот тогда и начинаются проблемы. Почему я снимаю на советскую оптику? Вот такой вопрос. Мне его никто, задавали, но я имею в виду, насколько я помню, на канале не задавали. Хотя нет, может и задавали, слушайте, я, честно говоря, не помню. Точно задавали в личку, типа, зачем ты вот с этим всем долбишься, мучаешься и так далее. Во-первых, не только на советскую. Если вы заметили, то здесь у нас еще немец. Надеюсь, я его тоже разберу, немножко боюсь за него браться, я знаю, что я людям обещал, и извините меня за это, но я немножко боюсь за него браться, объясню почему. В двух словах, он просто на порядок, на 2, на 3 сложнее, чем советский, потому что у советских была такая цель сделать проще и понятнее. У немцев даже такой цели не было. И еще не только я снимаю все-таки на советскую, вот еще есть вот такой вот зверь. Действительно, объектив без комментариев, особенно, извините, 1.4, у него дыра. Но у него есть свои сложности, я перестал на него снимать. Я уже рассказывал просто в видео, где я рассказывал про объективы, какие у меня есть. И потом, в 2 словах могу о нем рассказать. Я тоже на него снимал аппарат, то есть я снимаю не только, и опять же, личные проекты я стараюсь снимать на советскую оптику, но чтобы, опять же, зачем мне этим заниматься, если на них потом не снимать? Зачем? Второй момент – это вот этот вот путь энтузиаста, экспериментатора, когда у тебя появилась только камера и появилась только тушка, потому что когда был ковид и потом сразу же последующее у нас глобальное событие, то цены были настолько неадекватные, что за абсолютно неадекватную сумму можно было позволить себе только тушку, с каким-то набором. Там просто с ума сходили люди, и вот моя камера Sony A7 III, она стоила там до 250 тысяч, хотя камера 2018 года и вообще-то такая, далеко не совершенно, я бы так сказал. И поэтому я себе мог позволить там распродав что-то. Тогда я понял, что мне резко нужна камера более современная, чем моя Sony A6000 на тот момент. Я себе мог позволить только тушку. И вот стандартная вот эта история, переходничок, а у тебя где-то завалялся дедов там Гелиос, а ты когда-то что-то где-то уже снимал там через переходники. И вот так поехала вся эта история. А советская оптика, иногда бывает возможность, то есть я не снимал на индустары дальномерные, сразу говорю, я на них не снимал, именно вот конкретно шоты, конкретно видео, фотки только немножко делал. Но я начинал с них, потому что это была возможность без проблем их заиметь и на них начать обучаться в разборке. Потом пошли гелики. Естественно, что Гелиос уже на Гелиосы какие-то пошли съемки первые и так далее. То есть это первая определенная дешевизна и возможность их заиметь. Вот. И, некий хайп есть же, вы знаете, да, тот же Вильнёв снимал многие шоты на советские оптики, Мэтт Ривз Бэтмена снимал. И многие экспериментируют и снимают. И посмотрите, да, весь YouTube в авторах, которые снимают на советскую оптику, в том числе. Не только на советскую, на немецкую, на японскую, сейчас на китайцев. Китайцы, я не могу сказать, что это винтажная оптика. Наверное, есть какие-то китайцы винтажные, но я просто об этом не знаю. У них в основном для именно телекамеры были кинокамеры, такие с объективами старыми, но это вот именно телевидение, кино. А именно такие, фото, да они же наши же, пересобирают, ребят. Все же знают, я имею в виду, немцев они не трогают, они очень сложные, они вот именно наши взяли и как основу. Потому что мы упростили, и еще и работоспособным, и не сильно-то хуже стало по оптике. Стало хуже, но не сильно. Повторюсь. Вот, и естественно, что они советские. Все взяли советские разработки и на их основе начали лепить, да, все это знают. Поэтому подытожу, почему снимаю на советскую. Были такие возможности, стало интересно. Это полноценная оптика, целый пласт оптики. Естественно, что это все фото, объективы. Если у меня появятся оксы с адаптацией под мою камеру, естественно, я их там пощупаю. Если у меня появятся более последние такие люксовые объективы, вот эти вот всякие миры 80-х, 90-х, я имею в виду не мир один там, а вот такие более
современные там 24 или как там Мир 20, ну, они в основном ширики. Это такая более, они там стоят по 15-20 тысяч, я покупать такое не буду, для того, чтобы разобрать, и, возможно, оно будет лежать, это бред. Поэтому снимаю пока на советские, мне больше всего нравятся эти 50-х, 60-х годов, хотя, конечно, и 80-х вот я снимаю, ну, то есть это вот ЛЗшка, это 80-е годы, даже 90-е. Потому что, во-первых, картинка, ну, действительно, полноценные линзы, а не, то есть полноценный к полному кадру, все идет один к одному, не нужно тебе подбирать объективы, не нужно пересчитывать фокусные, пересчитывать диафрагму, все это вот, ну, вот вы понимаете, вот, то есть у меня полнокадровая машина, и это полнокадровые объективы. То есть тебе не нужно париться, ты взял, да, это мануалы, да, это фиксы, но ты взял, ну, как бы и работаешь. Они выдают полноценную картинку, еще и такую картинку, которую многие, вот я только недавно отдавал этому колористу фильм, вот этот диплом, который я все никак не доделаю, я доделывал его, снимал еще в конце того года, кстати, доделывал. Это свободному кино снимал этот диплом. Он говорит, блин, а что это такая, не знаю, интересная ламповая картинка? Я говорю, так потому что объективы 50-х, 60-х годов. Он говорит, слушай, да как-то вроде и непривычно. А говорит, блин, и бакешка такая интересная. Говорит, а что это? Я говорю, так это вот Юпитер 9. Мне еще мой тоже товарищ, он говорит, слушай, ты видишь, какие бакехи, ты че? Ну, то есть это дальномерный этот LED-каринский был. У меня тогда КМЗ поломанный был. Вот, и я его восстановил, все сделал. Но я тогда снимал на LED-каринский дальномер. И говорят, блин, так прикольно, и какие-то цвета интересные. То есть все это очень интересно. И тебе не нужно на посте выдумывать, у тебя уже есть. То есть многие люди, они снимают на современную оптику, а потом как-то со стариванием, там стилизуют под пленку вот этими. Зачем? Ну, вы это делаете, то есть вы как бы снимаете лучше, а потом типа, ну, делаете его как бы хуже, ну, типа на стиле. Если у вас при том, что действительно пластичный видеоматериал выдает, ну, то есть я снимаю в профиле HLG, я не снимаю Sony Log, потому что, ну, это нужно правильно экспонировать, у меня не так много опыта, ну, то есть на натуре днем опыта много, а когда низкие сцены, там еще нужно уметь осветить Sony Log, чтобы не было шумов, поэтому я снимаю в HLG. Плюс иногда там и осветителя нету, все приходится самому, очень тяжело. И оно тебе дает, то есть, ну вот я колористу давал, он крутит его материал, то есть материал пластичный, так это еще диапазона такого, ну, 8-битная камера. Он говорит, а что это за линзы такие? Я говорю, ну, советские линзы. Он говорит, слушай, материал пластичный, то есть у тебя есть возможность его крутить? Ну, я говорю, да, вот как-то так. Поэтому в этом есть смысл. Понятно, что это фотообъективы, у них куча проблем. У них там, ну, нету этих под follow focus, это все ручками, все неудобно, это фотообъективы. Все эти объективы – это фотообъективы. И с ними много проблем. Но вот когда ты более-менее как бы нашаришься, привыкнешь, результат, тот, который ты получаешь, он действительно того стоит, вот я вам честно говорю. Момент косяков, экспериментов, поломок и так далее, он, наверное, идет в ту же область, зачем вообще канал. Естественно, что все это может где-то сломаться, вернее, я могу сломать. Естественно, что какие-то ошибки, я не могу все знать, индивидуальные особенности и проблемы каждого объектива. Все это очень-очень тонко, сложно, индивидуально. Объектив может быть внешне абсолютно в идеале, но он внутри может быть убитый в хламину. То есть, как только ты эти кольца, допустим, снимаешь, ты видишь, что там насыпано алюминиевой стружки, и внутри грибок, все залито маслом, сорваны винты, например. То есть, все это, ну, очень индивидуально. И в первую очередь, то есть, это та же история, почему я это все делаю. У меня просто один вопрос, почему, начиная там с начала нулевых, когда уже были какие-то там камкодеры, вот такие вот меньше кулачка, вот такие, понимаете, но оно уже там какие-то 720, наверное, снимало, или там 480 хотя бы. Почему нет мануалов, то есть статьи, да ничего не понятно. Абсолютно непонятно. Я уже не говорю о том, и даже от фото толком ничего не понятно. Потому что это что же, как бы оно все двигается, а фото, оно у тебя вот оно запечатлело в определенном положении, и на этом все. А то есть нужно показать, как оно двигается, от чего к чему и так далее. То есть это же все движение, но это как вот
фотография и видео. Видео – это много фото движений, в зависимости от количества кадров. То есть, это количество фоток в секунду. И у меня вот вопросы были, да как так-то, блин, объективы с 50-х годов, почему никто ничего... Ну, то есть, были сервисы, окей, когда-то. Были эти там дедушки там всевозможные, которые этим занимались, а извините, их уже не стало, сколько времени прошло. Дедушки, я имею в виду не только те, кто именно сервисом занимался, а наши вот дедушки, отцы, то есть старшее поколение, которые именно с этим всем работали. Я имею в виду не более поздние объективы все-таки, а там не гелики, зенитары эти 80-х, 90-х, нулевых, а именно 50-е, 60-е, 70-е. И как так, видео нету? Ну, нет видео, вообще никаких, есть какие-то там, ужасные обрывки, ошметки, и еще и с жуткими косяками, то есть люди вообще, ничего не понимая, лезут туда и снимают и показывают. Мне тоже говорят, вот, ты накосячил, и я вслед за тобой накосячил. Ах ты плохой человек. Я согласен, но в первую очередь косячу я, и я ошибаюсь, я теряю. И второй момент, абсолютно невозможно индивидуальную историю каждого объектива узнать, понять, какой объектив у людей. Помните, я вам показывал на Юпитере 11, там вообще логики нету, почему на одном объективе были какие-то там винты, которые дополнительно держат линзоблок и геликоид, а на втором нету. Логики, почему они там есть, а там нету, нет никакой. Такое ощущение, что люди захотели, воткнули эти винтики, то есть у меня 3 этих объектива, и они никак не связаны между собой, то есть какой-то, бред. Это непонятно, почему они их сделали, и вот буквально там годом позже они уже не делали, а годом раньше тоже не делали на другой версии объектива, которая более ранняя, там нету их, то есть... Ты пытаешься разобраться в этих всех проблемах, косяках, которые были в том числе на производстве. И, конечно, все это риски, но поэтому я и видео-то уже больше часа делаю, пытаясь показать, что в первую очередь я сам косячу, но все проблемы невозможно понять, выяснить, вот это все, и так и объяснить вам. Некоторые моменты ты говоришь, да это вроде как не важно, а у человека, допустим, это важно. А 2 часа видео не будут люди смотреть, это им нафиг не нужно. Они в наше время, где тиктоки 15 секунд, и то это уже, наверное, много. Никто не будет смотреть 2 часа это видео. Даже это видео я не уверен, что люди будут смотреть, но только мои какие-то, не знаю, фанаты. Фанаты, спасибо вам за то, чтобы у меня есть там 5 человек на канале. Так вот, поэтому, да, риски есть. И мне тоже писали, сразу же я соединю вопросы. Типа эти Индустар 26, зачем ты это говно ремонтируешь за 100 рублей, он новый, никому не нужен, 300 рублей стоит, даже смотреть не буду. У меня сразу вопрос, а ты как? Может мне, знаете, я ничего не умею, я такой человек, я первый раз в жизни хочу разобрать объектив, давайте я с гранита начну. Давайте, да, действительно, это а чё бы мне не начать с гранита? Где 1 000 000 колец, 1 000 000 винтиков, линз, и, вы понимаете, да, что такое гранит, по сравнению с каким-нибудь там, не знаю, геликом. И действительно, давайте мы будем начинать учиться с гранита, чтобы потом мы открутили одно кольцо, мягко говоря, офигели, мягко говоря, в 3 этажа, офигели и забросили вообще чем-то этим всем заниматься. Нужно учиться максимально с чего-то, что тебе не жалко, с чего-то простого. Это это Индустары 50-е, это Индустары 26-е, это гелики 44.2, потому что те они сложнее. М-ки и номерные, они сложнее. Я же на канале их разобрал. Какой-то получше, какой-то там похуже, они на порядок сложнее. То есть нужно с максимально простых, нужно понимать, как ведет себя алюминий, как себя ведут закисшие там за десятки лет смазки, закисшие винты, где ты что сломал, какие тебе инструменты, какие нужны смазки и так далее. То есть вопрос, я не знаю, извините, он тупой. Этот вопрос вообще не могу, я даже не знаю, как на него правильно ответить. То есть, давайте я распотрошу за 200 тысяч, я не знаю, Тамрон какой-нибудь или там G-Master соньковский там. Давайте, последний G-Master там за 300 тысяч, давайте я распотрошу его. И, а потом пойду, не знаю, печень продавать.
потому что я сломаю. Ну, короче, я не знаю, вопрос действительно тупой. Нужно учиться на том, что не жалко, нужно вкладываться, если это эксперимент, и ты не знаешь, будешь ли ты этим заниматься, и, то есть, ну, максимально, чтобы было не обидно и дешево для начала, пока ты поймешь, как себя, какие тебе инструменты, какие смазки, какие, то есть, как себя ведет алюминий, какие там законы, как, то есть, я даже, честно вам скажу, я с Индустара 26-го, я там не помню, сколько сломал, я просто офигевал, насколько он сложный был тогда, потому что я не понимал от слова ничего. Плюс они все немножко между собой отличаются. 61-й отличается. Там ранние там шестеренками, поводковые. Все они чуть-чуть между собой отличаются. Какие-то там... Потом этот, опять же, уже ЛД, он еще немножко, чуть-чуть, да, отличается. Очень странные вопросы, но нужно, если вы хотите учиться, чтобы это было не обидно и не больно по карману. Потому что, возможно, вы сломаете, и я в первую очередь рискую. Я ломал, начиная от 300 рублей объектив, и я ломал, заканчивая там 10 тысяч. Дороже, ну, в зависимости, как оценить. Может, он и дороже стоит объектив, то есть там 15-20 тысяч. Он стоит, ну, как бы, вот я вам говорю, что я ломал от 300 рублей до ориентировочно 10 тысяч объективы. Ломал жестко. Потом какие-то приводил в порядке, чинил, и они у меня уходили как бы на доноры. Поэтому риски есть всегда. Я рискую. Я очень хочу, чтобы... Мне хотелось бы, чтобы вы, вот исходя из моего опыта, как можно меньше рисков сделали. Но без них вообще невозможно. Вот так. Не знаю, немножко эмоциональный кусок получился, но у меня такие вопросы, они меня... Блин, я человек такой... где-то темпераментный, меня выносят такие вопросы. Ну, типа, ну не делай, ну не занимайся. Ну, не заходи на канал. Слава богу, у тебя есть выбор нажать крестик красной мышкой. Нажми его и... Ну, ладненько, как-то так. Такой вопрос много задавали. Попробую сразу два ответить, совместить. Это какие инструменты используешь, какие смазки используешь. А вопрос смазок вообще до сих пор открытый. И я скажу и покажу. Инструменты вообще там все просто, а по смазкам покажу, чем пользуюсь я и на чем остановился. И, ну, короче, личный опыт. Вот так это можно. Только лишь личный опыт. Потому что вопрос смазок до сих пор открытый. И, честно скажу, ребята не особо хотят делиться своими секретами. Опять же, тот, кто использует это, ну, профессионально этим занимается, свой хлеб никто не показывает, не раскрывает и так далее. Я понимаю, да, но в тот же момент тогда все это, опять же, история экспериментов и таких вот любителей, как и я. По поводу инструментов. Значит, инструмент для разборки, кто-то его называет ключ и так далее. То есть вот этот инструмент. Он появился, его вообще тяжело было достать в наших краях. И он появился на Озоне. На ВБ я не видел, то есть я имею в виду маркетплейсы такие, интернет. Площадки, понятно, что если материк, Алишка, все, Алишка без проблем. То есть вот этот инструмент зажимается и набор жал. Пока у меня его не было, то есть мне его привезли с материка, потому что у нас нету Алишки. И покупаете вот этот вот, именно конкретно вот этот с двумя направляющими, он неплохой. Бывает еще такая длинная, плоская и одна. Ну, мне кажется, он не такой надежный, как здесь. Здесь можно все очень туго зажать. И две направляющие все-таки жесткость у него получше. Обязательно себе берите. На Озоне, по-моему, в районе 1000 он стоит, но его хватит на всю жизнь. И тут 3 набора жал. Плюс еще есть там всякие винтики, где-то еще были, они у меня лежат там отдельно. Где-то винтики, где-то всякие болтики, под шестигранник и так далее. Берите, потому что, честно скажу, я раньше там какими-то там отвертками вскрывал эти кольца, зажимал вот так между двух рук. Там, короче, это полная жесть. Тоже я там и, ну, линзы вроде как не царапал, а вот эти все кольца просто вообще там с мясом вырывал. Титульные, потом задние какие-то вставки. Не надо. Не надо, покупайте. В районе 1000 он стоит. На Алишке, наверное, еще дешевле. Это я имею в виду, вот на Озоне я видел, что, по-моему, около 1000. На Алишке должно быть дешевле. Возьмите, вы не пожалеете. Вот честно, у вас, ну, жизнь упростится просто в разы. Потому что я там и колхозил какие-то пластинки в тисках, зажимал, вот так вот прислонял, и вот объектив вот так проворачивал об эту жесткую пластинку. Ну, то есть, такими я там...
ну, штуками, понятно, кто-то говорит там этот штангенциркулем, кто-то говорит там пинцет переточи, там перекуй, там, короче, там перезакали. Кто-то там какими-то этими, ну, всякими, я же говорю, канцелярскими приборами. Не надо. Возьмите, пожалуйста, вот прибор, и будет вам счастье. По поводу отверток, значит, тоже быстро попробую ответить. Я пользуюсь вот таким набором. Озон ВБ там в районе там 300 рублей, даже иногда там 200 рублей. Мне хватает, вот, ну, хотите прям вот фирма. Это не реклама, я всю жизнь им пользуюсь. Вот сколько я занимаюсь, я им всю жизнь пользуюсь. Года уже 3 точно. То есть это не реклама, это факты. Именно этой конторы, потому что бывает просто ноунейм, один в один вроде, а фирма не взяла, то есть нет лейбла, ярлычка фирмы, и значит фирма никакая не взяла на себя ответственность. И значит качество исполнения для ноунейма вообще без фирмы может быть похуже. То есть они могут быть более мягкими. Как по мне, плюс сейчас, кстати, без цангового зажима, у меня вот именно скрутилка, а здесь есть магнитная, она не крутится. Не знаю, мне кажется, вот это вот лучше. Ну, как бы то ни было, весь Озон ВБ в таких штуках. А в чем минус этого набора? Опять же, он неплох, за свои деньги великолепен, но у него короткие вот жала. То есть у него все эти биты очень короткие, и в некоторые объективы ты просто не можешь достать. Ну, то есть у тебя не хватает длины, чтобы вот туда вовнутрь, между какими-то кольцами, какие-то пазы достать. Тогда начинаются вот такие истории. Это лютая дешмань. Фирму, опять же, ну, фирма может здесь любая быть. Вообще, это вот честно вам скажу. Блин, ну дешмань. Дешмань, но у них длинные уже насадки. Насадки уже более длинные, поэтому есть возможность где-то что-то достать. То есть наборчиков должно быть куча. И есть по типу вот советские часовые. Но здесь просто мало размеров, мало бит, но уже качество исполнения намного лучше. Это вот по типу советский. Для там часов. То есть вот такая история. Наборов должно быть, я считаю, не один. И универсальный набор, он скорее всего есть, но будет, наверное, стоить там несколько тысяч. То есть, наверное, есть какой-то набор, который прям универсальный. И там великолепного исполнения биты, все классное, с толстой ручкой отвертка, чтобы тебе удобно было. Потому что здесь тонкие ручки, иногда ну, не хватает хвата, чтобы сорвать какой-то вот винт. Вот такая история, поэтому закупайтесь, конечно, пробуйте, экспериментируйте, но мне пока для 90% задач этого хватает. Пока. Есть какие-то там большие наборы, где там 200 там каких-то этих насадок, но оно может быть, опять же, они пластилиновые могут быть. Это по поводу отверток. По поводу смазок. Вообще вопрос очень-очень индивидуален, потому что все объективы, так как это фотообъективы, и никакой закономерности между ними нету. Смотрите, есть такое понятие парк оптики. Парк оптики в двух словах, это просто очень. Я знаю, что многие из вас знают, что это такое. Ну просто в двух словах объясню для тех, кто не знает. Парк оптики, например, это видео оптика и в кино. Она, то есть там и размер примерно одинаковый, и кольца под внешний follow focus, под ну, вот, систему фокуса внешнего, они все кольца одинакового размера. И примерный вес для того, чтобы ты стабилизатор каждый раз не перенастраивал. То есть у них есть все закономерность. У них отличаются, понятное дело, фокусные расстояния, светосила, но они приблизительно даже практически один в один. У них только очень ширики все-таки ну, имеют отличия по размерам. И большие телевики. Это исходя из того, ну, потому что фокусные расстояния очень такие крайние. Например, там 15 мм, например, он может ну, отличаться. Но начиная, допустим, от 35-ки и заканчивая там 85-кой, они практически одинаковые. Как внешне, так и по своим каким-то вот органам управления. Уже, да, какие-то очень длинные телевики, они начинают уже, опять же, у них форма начинает отличаться. По весу и так далее. Но невозможно их сделать абсолютно грамм в грамм. Ну, опять же, стадикамы, они по погрешности вытягивают без проблем на своих моторах. Так вот, в этих советских фотообъективах и близко не было такой цели. И близко, от слова совсем, у них везде разные геликоиды, у них везде все разное. У них прям не было между ними никакой связи. В этом не было никакой цели и необходимости. Все объективы типа разные. И поэтому сказать, что вы подберете одну и ту же смазку, и она подойдет везде, это полный бред. Это бред от слова совсем, потому что даже в одном и том же объективе где-то нужно, особенно вот Юпитерах 9, я с ними настолько намучился,
То есть ты должен, по идее, 2 вида смазки туда сувать. Я пока так и не вышел на эту историю, потому что, ну, вопрос смазок очень тонкий и сложный. Какие использую? Стандартно. Циатин 201. Вот конкретно вот такой вот адекватный, человеческий, нормальный циатин. Продается на Озоне, на любых маркетплейсах за копейки. То есть это циатин. Это вот как бы... Говорят, что он там плохо на самом деле оказывает влияние на алюминиевый геликоид. Но мне кажется, что если вы будете пересмазывать там раз в годик, а я думаю, что это нормально, пересмазать геликоид, то есть не ковырять полностью в объектив, а пересмазать, ну знаете, пыль, влага, перепад температур и так далее, то ничего геликоиду не будет. Нет ничего хуже, чем работать на сухую объективом. Поэтому это такая вот самый такой баянчик. Это циатин 201. Ну вот этот вот очень хороший. Опять же, то, чем пользуюсь. Вот этот вот очень хороший, смоленский. Да, Смоленск. Ну, что у тебя фокус скачет? Вот, Смоленск. Далее. Значит, циатин 221. Вроде бы она даже не литиевая. Она кальциевая. Вот здесь вот написано кальциевая. То есть она не литиевая. То есть вот это вот литиевая. Типа вредная. Вот это не литиевая. Но мне не нравится ход этого циатима. Возможно, исходя из фирма с мазком, опять же, я не рекламирую, я говорю факты. То есть решил попробовать эту фирму. Возможно, циатин 221 другой фирмы будет другой. Он будет лучше или хуже. К сожалению, вам точно так же придется попробовать, как и мне. По факту не пользуюсь, потому что ход довольно легкий, мне нравится, но есть эффект сухости. Мне не нравится, когда смазка, что ли, какая-то нежирная, и ну вот оно как какой-то там такой-то... То есть чувствую, как она скребет, ну как-то шуршит. Мне не нравится, во-первых, этот звук, не знаю, будет ли он там оставаться на шотах, которые ты отснял, но мне не нравится ощущение какой-то сухости. Это, ну, не прикольно. Далее. Циатин 221F точно так же купил. Фирма, вот, опять же, фирма просто факты, ни о чем не говорит. Попробовал, туговато. То есть это якобы вот многоцелевая, термостойкая смазка. С чем она тут? Она типа или с фтором или чем здесь? Короче, тоже, во-первых, суховато, видите, она даже какая-то такая, как видно, как она какая-то немножко рассыпчатая, как она такая, как песочная, немножко смазка, вот здесь, вот если посмотреть, она как будто немножко песочная, туговато по отношению к другим циатимам, и вот этот вот эффект сухости. Мне это не понравилось, не знаю, может быть, стоит, конечно, поработать, разработать и будет ок, она тоже типа не литиевая, поэтому... якобы огонь. На данный момент стоит. То есть, вот эта вот штука, кто бы там что ни говорил, но она абсолютно универсальна, и она действительно дает самый лучший результат, который пока только может быть. И, ну, из дешевых. Далее. Любимая смазка, Castrol, LMX. Покупал. Стоила она там, сами видите, прям нехило. Ну, давно уже очень много этой смазки. Ее, правда, единственное, хватит очень-очень надолго на все эксперименты. Минус в том, смазка великолепная, не течет, все хорошо, но она густеет. То есть становится гуще на морозах, туже. И она не подходит какие-то геликоиды, она просто густая, туговатая для каких-то геликоидов. То есть просто не подходит. Но опять же, для каких-то сложных, где очень много деталей, 3-4 там узла между собой геликоиды. Это вот Юпитеры дальномерные, потом там всевозможные 9, 11, 3. Вот так. Но смазка обалденная. Но я говорю, исходя из вот... Я бы как первую смазку ее не рекомендовал. Хотя я до сих пор ей пользуюсь, у меня пересмазанные миры ей. Короче, смазка бомбезная. Но она, сразу говорю, она может не подойти, туговатый ход может быть в некоторые геликоиды, и она становится гуще на морозах. У меня был случай, когда все оборудование переночевало в машине. Девочка-продюсер у нас это не знала, да, не додумалась. И потом я отогревал в руках объективы, там в течение получаса они просто замерзли. Поэтому нужно с этим быть осторожней. Итак, смазка действительно обалденная. Это Molykote
33 Light. Смазка силиконовая, смазка обалденная, ход отличный, консистенция отличная, но у нее есть минус. Вот эти вот 25 грамм сейчас, на Озоне где-то там были когда-то скидоны, но в районе 1000, наверное. За 25 грамм, да, она улетает, если ты много экспериментируешь, но ты используешь ее, она улетает. То есть вот у меня была полная крышечка, вот здесь почти, не полная, наполовину была заполнена вот эта крышка, видите, ее полностью нет, и я уже начал ушло. Потому что много раз пробовал, вымывал, чем-то был недоволен, опять вымывал. Но вот эта смазка обалденная. Действительно, то есть, и она не течет, у нее диапазон, посмотрите какой, минус 73 до плюс 200. Но она, наверное, стоит своих денег, но для вот этих вот экспериментов и опытов не надо. Слишком дорого, опять же, слишком дорого такую вот. Если вам удастся ее там рублей за 400 где-то урвать, хорошо, покупайте, когда она там по 1000 за 25 грамм. Ребят, она у вас улетит, и на какие-то опыты, эксперименты, невыгодно. Опять же, я же говорю, чтобы это не било по карману. Далее, еще одна, последняя. Значит, AC3. Очень тугая. Может быть, смазка и неплохая. Может быть, она и неплохая. Очень-очень тугая. В итоге я ее попробовал. Знаете, где она, наверное, подойдет? Она, кстати, пахнет на самом деле прикольно. Как будто вот эта старая в объективах осталась советская смазка. Вот она примерно так же пахнет. Потому что что-то похожее они туда тогда совали. Они, по-моему, дельты назывались, но тоже они были разные. Короче, она очень густая. Очень густая. Во-первых, не очень дешевая. Во-вторых, очень густая. Наверное, эту смазку хорошо под кольца диафрагмы сувать. Она тугая, и в итоге у тебя не будет ни люфтить, будет очень плавно, туго, не будет сбиваться значение. Знаете, вот под кольцами Юпитеров, особенно Юпитеров, вот где кольцо просто в свободном ходе, где нету вот этих шагов, в Индустарах, опять же, ранних 26-х тоже, где нету вот этих шагов, оно будет прикольно, потому что оно тебе позволяет очень плавно работать диафрагмой, и в тот же момент она не люфтит, оно же там, кольца часто в свободном качении, оно только на смазке двигается, и на винтике, который просто ее по факту вот так открывает. Поэтому, наверное, эта смазка будет хороша под кольца диафрагмы. По смазкам, я думаю, что все. Самый универсальный, первый и дешевый, и необидный вариант – вот Ceatin 201. Как бы то ни было, и кто ни говорил о вреде на алюминий, ребят, все мы рискуем, пробуем и так далее. Если вы будете пересмазывать раз в полгодика или год, в зависимости от вашего желания и так далее, и необходимости, то ничего алюминию не будет. Вот это, конечно, прям, отличный вариант, но цена сразу же в 10 раз больше, чем у этой. Вот как-то так. Этот великолепный вариант, но тоже цена ай-яй-яй и тоже густеет. Минус в том, что она немножко густовата и густеет. А где-то, видите, в каком-то объективе смазка может наоборот слишком легкая даже, и она вот у тебя кольца гуляют, и тебе это неприятно. А уже в другом объективе та же смазка может уже быть слишком туго, потому что там предельно больше деталей между собой зацепилось, или какие-то проблемы с резьбами, или еще что-то, или какие-то перекосы. Как я говорю, проблемы в объективах очень индивидуальные, и даже и между двумя одинаковыми объективами могут быть разные проблемы. Один из них на одной и той же смазке будет летать, он разработан, он притерт, все хорошо с ним. Второй может все, оно зацепилось, и ты вот так вот кулаком его, пипец какой-то. Хотя якобы два одинаковых объектива. Поэтому вопрос по смазкам, он, очень тонкий, смазок должна быть не одна. Пробуйте, экспериментируйте, вот варианты, какие есть у меня. Пользуюсь я сейчас в основном Ceatin и вот этим вот Маликотом. Вопросы на самом деле начинают потихоньку подходить к концу, потому что многие я объединяю. Давайте, наверное, о том, что я попытаюсь, пусть у меня найдутся на это время силы, попытаюсь разобрать в этом году. Значит, это подарок на Новый год. Я себе люблю заказывать или на день рождения, или на Новый год. Говорю, хочу это. Это на Новый год Юпитер 9 зеркальный. Он немножко странноватый. Я не буду много о каждом говорить, потому что потом, если я индивидуально буду разбирать, там уже о всех проблемах мы поговорим. Лыт коринфский,
Навскидку 70-е годы, судя по просветлению, да, именно так вот это вот такое. Оно с одной стороны такое серенькое, беленькое, а с другой стороны, если под другим углом, видите, оно голубоватое. Немножко голубоватое. Просветление. Это действительно просветление 70-х. Здесь очень странно, у него полностью серебристый корпус, но вот ободок передний, но все один к одному, вроде как идеально. Или они настолько идеально его состыковали, я не могу сказать. Честно скажу, потому что никаких других следов использования нет. Единственное, здесь только вот вымыта красная краска должна быть и тут, насколько я знаю. Но как бы то ни было, оно здесь именно не розовое. Вот видите, оно вроде как и белое такое, очень бледное. Но вот есть какие-то голубоватые тона. Да, видите, вот какие-то голубоватые. В двух словах. Объектив классный. Я немножко, когда его только увидел, то есть я, непонятно же, да, на фотографиях. Он стоил-то нехило. Этот объектив, я специально его заказывал, то есть у меня девушка моя была в Питере, она рисковала, покупая этот объектив. Я когда увидел вот что он какой-то не совсем, то есть у него и хобот тоже должен быть серебристый. Я подумал, что все, развели, и получилась печалька за нехилые деньги. Но потом я понял, что у него картинка-то огонь. У него действительно картинка реально отличная. Вот вам лыткаринский. То есть кто-то вот грешит на лыткаринские, вот зеркальный, а вообще офигенная картинка. Она немножко более холодная, чем дальномерный мой 59-го года. Картинка отличная, будем разбирать. Единственное, конечно, я пока не смог, навскидку попробовал этот геликоид открутить от линзоблока, пока не получилось. Надеюсь, оно просто закисло. Якобы вот он в идеале, пожалуйста, вот у него проблема, я не могу раскрутить. Будем разбираться. Этим объективом я хочу поработать. Именно поработать. Поэтому, и плюс, опять же, на ютубчике, да нигде вообще нету полной разборки зеркального Юпитера 9. Опять стандартная ситуация. У нас нет. Я знаю, что КМЗ немножко отличается. Но плюс-минус они похожи. Я так думаю. Да, я понимаю, КМЗ немножко отличается. Но давайте мы разберем этот. Если мне когда-то так посчастливится и получится КМЗ, который там 20 тысяч, продают, господа перекупы, потому что он, реже. Они перестали просто производить его с 50-х годов, по-моему. Вот, а лыткаринцы продолжили. Будет у меня КМЗ, разберу КМЗ. Пока я в предвкушении, потому что я немножко так навскидку вот прикинул на камеру, на свою Соньку. Мне картинка пришлась по душе. Действительно. Зеркальные, видите, в чем-то они реже, и они и ценятся по-другому. Так, Пентакон. Я знаю, что я обещал, но он намного сложнее. Видео будет очень-очень, возможно, ошибочно, экспериментальное, потому что, немцы, я уже говорил, у них не было никакой цели упрощать. Не было такой цели, такой задачи не было, такой цели не было. У них не было идеи, что упростить, чтобы каждый мог себе позволить, чтобы было проще обслуживать, чтобы это все в массы. Нет, у них сложность, это была как бы норма, у тебя что-то сломалось, ты или покупаешь новый, это просто предельно разное вот мировосприятие у людей. У нас же мы брали как бы оптику и делали ее проще, потому что такая была цель. Начиная с конца 40-х, то есть вот изучить эти все разработки. Вначале Занары красногорские были очень-очень сложные, потому что прямо вот почти как немцы. Потом поняли, что это не годится, очень тяжело обслуживать. И здесь вот он внутри, хотя вроде как бы механика, и все, он все равно сложный. Но будем разбираться. У него здесь вмятина, поэтому титульное кольцо мы пока не снимем это, я потом буду отдельно разбирать. Кстати, объектив хороший. Пентаконы хорошие объективы. Вот пентакончики полтиные вот такие вот, особенно с МС. Классный объектив. У него еще и МДФ, там, я не знаю, около 15. Диафрагма у него, кстати, закрывается. Это просто не придавливает эта штучка. Нет, у него здесь этот соскочил, да. Вот. Все у него прекрасно работает. Так вот, классный объектив. Я знаю, что у него состояние прям ушатанное. Видно по нему, и просветление у него там дыры. Но классный объектив, потому что я немножко им работал. Действительно, объектив очень удачный. Будем разбирать. Так, вот этот вот зверек. Кстати, по поводу того, это именно FET. По типу Industar 22, но он тоже от КМЗ немножко отличается. Это тубусный объектив, то есть копия лейки, вот эти все лейцы.
или как там, как правильно, там, лейц, ну, неважно, лейка. Ребят, поправьте меня, я просто, ну, не изучал, как оно правильно говорится, мне это нафиг не надо. Так вот, объектив, кстати, посмотрите на его просветление. Это по поводу того, что у них, значит, это просветление. Сколько здесь у нас оттенков? Есть оранжевый, есть вот такой вот фиолетовый, и где-то здесь еще такой голубого. Вот, и вот голубой пошел. Ну, то есть, интересное такое просветление. Это Фед. Это именно, то есть, это вот Харьков. По-моему, в Харькове был Фед. Прикольный объектив. И, кстати, хочу вам сказать, что он не такой простой, как кажется. И разобрать его, ну да, но вот геликоид, вот он по факту уже оголился. Да, можно это открутить, пересмазать и сказать, что на этом все закончено. Но если разбирать его полностью, ребята, он не так прост, как кажется. Я вам честно говорю. Потому что я нашел разборку от КМЗ, от какого-то зарубежного тоже энтузиаста коллеги. И КМЗ, ну это полный пипец. Там его разбирать и разбирать. Если полностью, повторюсь, разберем, потому что объективчик интересный, блин, прикольное просветление у него, реально вообще такое максимально интересное просветление. Сейчас попробую еще ближе. Ну, то есть, вот оранжевый, вот фиолетовый, то есть, у него, ну, какое-то би просветление, то есть, двойное или как там, ну, или, может, просто разное просветление линз, они так близко. Но вроде как все на передней линзе. Короче, интересно. Интересный объектив я выцепил. Попробуем его тоже разобрать. Все-таки. И Зенитар. Ребят, Зенитар М. Объектив огонь. Действительно, полтина великолепная. Кроме того, не крутит фон. У него, по-моему, планар. Или он там даже больше на ультроне. Короче, что-то вот из этого. У него он не крутит фон. У него размытие очень такое, то есть там или ультрон, или планар, там, ну везде там по-разному пишут, или что-то исходит из, то есть или первое от второго, или планар от ультрона, или ультрон это от планара. Опять же, если вы знаете лучше меня, подскажите. Объектив отличный. И плюс, ну, может быть, это даже уже и минус его, он выдает более современную картинку, то есть его картинка, она ближе к современной, она нет у него вот этого винтажного какого-то такого, как пленочки такой, какой-то. То есть он не со всеми объективами состыкуется. Ну, здесь он более современную картинку выдает, ты потом это просто не сматчишь, если разными объективами одно и то же снимать. Но как бы то ни было, он похож на гелики 44М и вот эти номерные, но все же он отличается. Давайте попробуем его разобрать. Желтый у него просветление, очень качественно, его внизу немножко такое розоватое. Честно говоря, похоже, кстати, вот на вот это. Тоже розоватое, да, вот он, розовое и желтое. Я понимаю, что, возможно, их сравнивать немножко неразумно, но есть, да, есть что-то. И вот здесь, просто здесь мультипросветление, ну вот оно тоже в розовое уходит, и здесь тоже уходит вот оно в такие розовые, более фиолетовые тона, желтое. И здесь. Понятное дело, что, наверное, ну, такумар будет покруче. Как бы то ни было, объектив достойный, я думаю, что его нужно разобрать, понимаете, потому что оно туго ходит в любом случае, у него пробуксовки и так далее. Поэтому я его разберу даже для того, чтобы он просто лежал у меня в рабочем состоянии. И я думаю, не лишним будет и вам. Вот как-то так. Это 4. Это, ну, точно в течение года. Ребят, ну есть... Я даже не знаю. Я просто боюсь за это брать, потому что, ну, браться... Мне дали 2 убитых в хламину, как доноры, просто 2. Говорит, забери. Здесь даже передней линзы нету, выбита, ну ее нету вообще. Здесь передняя линза есть. И говорят, возьми, слепи из них один, короче, сделай видео. Я боюсь это делать, потому что я боюсь, что у меня нету вот рабочего места отдельного, где я могу хоть на полгода это все разложить. И по мере своих свободного времени, возможностей, каких-то сил, моральных и физических, этим заниматься, возвращаться к этому и так далее. Ну просто у меня вот нету такой возможности. Это нужно отдельный стол как-то подготовить. Ну, вы представляете, какое количество здесь деталей, какое количество, сколько мне всего изучить нужно. Понятное дело, что мануалов нет и близко. И они оба разбитые, у меня даже нету в отличном состоянии, как пример. Буду ли я заниматься гранитом?
Но я не знаю, если я это сделаю, мне памятник при жизни нужно в золоте ставить, потому что это просто жесть. Это действительно настолько он сложный по отношению ко всем остальным объектив, и настолько много там узлов, всевозможных геликоидов и групп линз, что я даже не знаю. Короче, если я это возьмусь, там и видео, наверное, будет часа 3. Ну, подумайте, да, если там час-полтора вот эти вот видосы, то это часа, наверное, 3. Не знаю, возьмусь или нет, обещать не буду. Если я все-таки возьмусь за это, вы это увидите. Это будет действительно подвиг. По поводу каких-либо еще объективов, если они у меня появятся, обязательно их разберу, если появятся. Какие-либо, то есть неизвестно, где-то я могу обменять, где-то могут подарить, люди знают, что я интересуюсь всем этим делом, то буду потихоньку разбирать. Вот, но пока я посчитал практически все. Ну вот какой там, Юпитер 21М, еще 200-ку, было бы неплохо разобрать. Да, потом какие мне еще вспоминаются? Ну, Индустар 50, блинчик, наверное, тогда лучше дальномерный, да, потому что эти зеркальные вообще детский сад разобрать. Какие есть еще? Ну, их на самом деле много. Там еще геликов хватает. Но что-то появится, давайте так, что-то появится, я обязательно разберу. Ну и, наверное, остались завершающие вопросы. Скорее, это вопросы к вам. Я не думаю, что я буду делать... Ну хорошо, какой-то вывод, такой маленький вывод я в конце сделаю по видео, именно вот от себя. Но скорее вопросы больше к вам уже остались. Первое. Я хочу, пока есть силы и хотелка, желание, я еще там не бросил все, не распродал и не ушел там непонятно куда. Я имею в виду от кинопроизводства. Я хочу обратиться к вам, что вот я такой любитель, кинематографист, так это назову, и какие-то проекты я все равно буду снимать. И может быть вот из тех, кто все-таки смотрит канал, интересуется, может быть из вас есть специалисты, которые могут мне помочь. Понятное дело, что продакшн и препродакшн, он прямо на том месте делается, где будет сниматься, ну то есть это по месту. А я имею в виду пост. То есть это может быть среди вас есть какие-то композиторы, которые могут там написать за какие-то там, ну, не знаю, за какой-то бартер или за какие-то небольшие деньги. Потому что обычно фильмы у меня стоят 0 рублей, что из своего кармана вытащил и своими руками сделал. И то, ну, как бы бюджеты есть у нас. Я с 2018 года ни разу не получал, как я вот работал у себя в студии, я ни разу не получал финансирование. Это долго об этом объяснять, не хочу об этом говорить. Я ушел из этой студии в том числе по этой причине, потому что если я меня никто не вкладывается, зачем мне вкладываться в то заведение, которое не вкладывается в меня? Ну так вот, и финансирования не было никогда, вообще никогда, а проекты амбициозные, и хочется, снимать, извините, не говно, а хотя бы что-то похожее на кино. Вот, и может быть, среди вас есть какие-то или композиторы, то есть мне в основном-то нужны или какие-то звукорежиссеры, которые помогут со звуком на посте, или есть какие-то, или нужны композиторы, или же, может быть, среди вас есть какие-то люди, занимающиеся цветокоррекцией, потому что это тоже я просто не могу уметь все. Если умеешь все, скорее всего, ты все умеешь так себе. Вот честно скажу, потому что ты не углубляешься в какое-то одно дело, и так приходится быть вот этой универсальной машиной, которая умеет все, начиная от грузчика и заканчивая режиссурой. Это, конечно, имеет свои последствия, да. Это выгорание на проектах и, расход здоровья и так далее. Я сейчас за деньги вообще не говорю, потому что, если ты понимаешь, что тебе хочется снять, ты уж как-нибудь придумаешь, как это снять. Пусть оно будет, да, даже не уровень там каких-то наших центров, киноцентра, то есть какие-то крупные города, не говоря уже о Голливуде, но это бред. Зачем? У них там какие-то миллиардные суммы. Так вот, поэтому если у вас есть скромному энтузиасту, бомжу желание помочь, вот я говорю, мне очень нужны люди, которые могут поработать со звуком на посте, потому что я просто не тяну, у нас тут никого нету, никого нету, специалистов нету, у нас нет кино, значит нет людей, которые, тем или иным образом связаны с кино. Вот нашел колориста, слава богу, вот, поэтому если, я понимаю, что может быть я немножко наглый, но, как я и говорю, это не приносит ни единой копейки, только если все это в цифры перевести, это только десятки и сотни тысяч рублевых сил.
который ты или как-то ты извернулся своими силами сделал, или там не снял то, что ты хотел, снял более такой бомжовый вариант. Поэтому, если у вас есть какие-то такие знакомые, которые, может быть, хотели, то есть следят за каналом, может быть, интересно, или, может быть, я помог вот этими разборами вам, и если у вас есть желание как-то мне вот отплатить вот такой помощью, я буду признателен. Но я говорю, в основном это, конечно, это пост. Или, может быть, есть продюсеры, тоже мало ли кто забегает на канал. Все же периодически вот на винтажную оптику снимают. Я буду благодарен. Вот. Поэтому, если есть идеи, да. И вторая идея сразу же. Если у вас есть какие-то мысли, какие-то, может быть, вы платформы знаете, что-то изучаете, это, конечно, больше как бы про молодежь, но мало ли, я говорю, кто сюда заглядывает на канал, не только те, кто занимается конкретно разборкой, а люди какие-то там медийные. Если у вас есть идея тоже на какие платформы податься, как монетизировать, мне говорят, давай на Бусти. Я так редко делаю контент, и он так долго и мучительно делается, что я просто, у меня аудитории-то на Ютубе нету, потому что нет регулярных видео. Это нужно, чтобы была очень большая у тебя уже аудитория наработанная, тогда на Бусти есть смысл уходить. Поэтому по Бусти я-то себе сделал, спасибо, мне там пару человек кинуло, и на этом все закончилось. Потому что я делаю контент, он не горячий, как вот это, как новости, или как, я не знаю, гороскопы. Вот сегодня он каждый день он обновляется, вот это, или какие-то геймплеи игрушек, там каждая там новая партия, это вот, немножко здесь вот он сделан был один раз, и, надеюсь, на десятки лет оно останется в сети, и вы будете этим пользоваться. То есть у меня другой совершенно контент, и я не могу вот так вот по щелчку его лупить. Просто закончатся объективы, или я там, каждый буду делать по 5 месяцев, и я так не наработаю ни на Бусти, ни на что другое. Поэтому, если есть тоже какие-то, может быть, платформы, куда можно податься, как вот энтузиасту, может быть, какие-то платформы по типу Кикстартера, каких-то вот таких вот штук, каких-то вот спонсорств, вот таких, типа Патреона, но опять же у нас его нету. Тоже, если есть какие-то мысли, поделитесь, потому что, говорю, уже много раз говорил, это не приносит ни копейки, а только наоборот большие-большие вложения. И короткий метр не приносит копейки, нет такого понятия, чтобы он продался или окупился. Это только история твоего личного развития, роста и где-то кому-то что-то показать, что ты снимаешь что-то более-менее качественное. Вот что такое короткий метр. Он нигде не покупается. Может быть, в Америке какие-то платформы покупают, типа там ужастиков, но они просто зарабатывают тоже на этом, поэтому они покупают у авторов их фильмы, выкладывают, это все тоже монетизируется. У нас такой ситуации нету. У них там даже фестивали ужастиков есть, вот такие моменты. Вот, наверное, как-то так. Давайте сделаем какие-то выводы. Спасибо большое за просмотр. Я знаю, что я исчезаю, но вот я надеюсь, что я появился. Надеюсь, это было не очень скучно. Надеюсь, я ответил на ряд ваших вопросов. На все, понятное дело, невозможно ответить. Задавайте вопросы еще. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, как, может быть, к режиссеру или к тонкостях съемки вот на эти объективы, тоже задавайте, потому что у меня есть желание, не знаю, хватит ли у меня выхлопа, попробовать снять черно-белый фильм в стиле нуар и сделать это, какой-то такой в жанре абсурдная дичь по типу «Голого пистолета», вот что-то такое. Только не свежего, я имею в виду вот с Лесли Нильсоном, культового. Попробовать, то есть совместить вот это вот съемку и оптика. Оптика это как раз таки вот поможет это сделать. Попробовать, во-первых, ЧБ. Вопрос сразу типа, нафиг тебе это нужно? Поучиться работать на ЧБ. Поучиться вот поснимать, может быть, даже мы сделаем 3 к 4 соотношения сторон. Поработать над жанром, концептом, стилем. А где ты поучишься и поработаешь, если не попробуешь вот это взять и сделать. Поэтому, может быть, мы к осени сделаем какой-то такой небольшой фильм. Да в стиле, не знаю, приключения какого-то незадачливого детектива, вот что-нибудь такое, без какой-либо особо сакральной цели высшей, но поработать над ЧБ, сделать его таким дымным, тягучим, джазовым, возможно. И как раз посмотреть, какой результат дают вот эти все линзы на ЧБ. Поэтому всем добра, задавайте вопросы, спасибо за просмотр, я надеюсь, силенок хватит продолжать канал, развивать и давать вам следующие разборы объективов. Пожалуйста,
Сохраняйте это наследие, которое десятки лет создавалось. Не отдавайте голимым перекупам вонючим за 100 рублей. Пересобирайте, пользуйтесь, развивайтесь, получайте удовольствие. Всем добра, до новых роликов.